Добрый день, уважаемые мои подписчики. Рада вас снова увидеть, услышать, почувствовать. Хочу сегодня предложить вам расклад просто из потока на 3 варианта. В начале расклада мы посмотрим, кто вы. Обращайте внимание на сигнификатор. Не притягивайте за уши к себе расклад. Если вы чувствуете, что сейчас разговор идет не о вас, значит, или нужно поменять позицию, или просто это не ваш сегодня расклад. Второе, мы посмотрим, что у вас впереди в ближайшем будущем, на что обратить внимание. Ну и, конечно же, совет. Итак, первая позиция. Какой же вы человек, да? О ком мы сейчас будем говорить, да, и брать информацию из потока. Как интересно, да, карты не хотят в полном объеме раскрывать вас, но однозначно вы сегодня, скорее всего, не готовы к какой-то активной деятельности. Возможно, вам немножечко сложно воспринимать окружающую действительность. Вы не хотите переосмыслить, а может быть, что-то понять. То есть какое-то у вас достаточно сложное состояние, вы закрыты и не хотите открываться миру. Еще немножко о вас. Но в то же время внутренне вы готовы к изменениям, внутренне вы готовы двигаться во что-то новое, но вас что-то останавливает. Останавливает вас ответственность, которую нужно на себя взять на текущем моменте, сделать какой-то правильный выбор, принять какое-то правильное решение и пойти на это. Я думаю, что это связано с эмоциями, с чувствами. Для вас этот выбор достаточно тяжелый, и поэтому вы не можете его принять быстро. Но, тем не менее, если вы этот выбор сделаете, то по итогу вы обретете некую уверенность в себе, стабильность в себе, почувствуете, что да, действительно, выбор был сделан абсолютно верно. Выбор, скорее всего, связан с эмоциями, чувствами именно по отношению к своей семье, к своим каким-то семейным устоям и семейным традициям. Что же, какой же совет вам из потока, да, что вам хотят сказать карты по поводу конкретной ситуации? Итак, немножечко надо отдохнуть, не стараться уходить куда-то от этой ситуации. Да, вы поймите, обернитесь назад. Да, действительно, ситуация сложная. Надо окунуться, может быть, немножечко в одиночество, переосмыслить. Но повернитесь назад, вы увидите, что там много позитивного остается. Может быть, стоит остановиться, не уходить, не отворачиваться, а дальше попытаться разобраться в этих сложных эмоциональных состояниях. Принять разговор, связанный с каким-то очень сложным вопросом, который затрагивает ваше сердце, вашу душу. То есть впереди вам это предстоит переосмыслить и понять. Надо это сделать, потому что для вас это очень важный шаг, который позволит перейти на какой-то новый уровень в переосмыслении. А если вы это не сделаете, то вы не сможете управлять ситуацией, и, может быть, стоит спокойно, бесконфликтно преодолевать те моменты, с которыми вы столкнетесь. Еще раз хочу сказать, что немножечко надо побыть одному, переосмыслить. Может быть, не спрашивать совета у своих знакомых, друзей, близких, а действительно принять самостоятельное решение. Но я вижу, что вам достаточно сложно принять это решение, и вы не можете пока утвердиться в нем. Но вам это нужно будет сделать, в конце концов вы это сделаете. Какой совет для первого варианта? Постарайтесь избегать стрессов. Я думаю, что стрессы могут вам принести в том числе и болезненное состояние. Ну вот совет от Вселенной такой, что мало хотеть, надо делать. Очень крупно написано и понятно. Разберитесь в ситуации. Знание – сила, незнание – в общем-то, сами понимаете, чем оно заканчивается. Разрушать легко, попробуй строить. То есть вот как раз это очень важно в жизни каждого человека. Отвернуться, уйти в сторону, действительно, это очень просто порой бывает. Ну да, расстроились, но тем не менее бросили, да, на самотек ситуацию. Важнее как раз, конечно же, самостоятельно поразмыслить, проанализировать и прийти к серьезному решению. Какие-то дороги все равно мы проходим одни. И как бы нам ни хотелось, мы должны в таких ситуациях самостоятельно принимать решения.
Не принимай решения, когда ты сердит, не давай обещаний, когда ты счастлив. Вот такие замечательные советы вам дает Вселенная. Ну и напоследок, лень и депрессия – это сигнал того, что вы проживаете не свою жизнь. Может быть, стоит что-то поменять. Я желаю вам всего хорошего. Принимайте правильные решения. Впереди у нас второй вариант. Посмотрим на сигнификатор человека, который захотел посмотреть, окунуться в магию карт. Человек, который хочет что-то начать сначала. Человек, который озадачен какими-то новыми идеями, и он очень горит этими идеями. Он мечтает, чтобы это все произошло. Идеи связаны с его стабильностью, с его желанием сохранить те материальные средства, которые у него есть, сохранить тот потенциал и в дальнейшем его обязательно приумножить. Да, такой интересно деятельный человек. Хотел бы, чтобы действительно приумножить то, что у меня на сегодняшний день есть. Есть некая нерешительность у вас, и я вижу, что вы несмотря на то, что вы очень активны и хотите заниматься своим развитием в разных сферах, но что-то вас останавливает перешагнуть в новое. Да, вы хотите, но что-то вас сдерживает. Вы немножко не понимаете, да, куда отправиться и что сделать. Но так или иначе, не надо отказываться от того, что вы задумали, и, может быть, просто быть более внимательными, да, обращать внимание на что-то такое важное, замечать разные нюансы. Вот такой вот вы человек, который, в общем-то, достаточно эмпатичный, вы очень, скажем так, эмоционально наполнены, человек добрый, располагающий к себе. Ну и человек, который любит принимать решения, и достаточно резкие решения, решительные решения. Итак, давайте посмотрим, что же с вами произойдет в ближайшее время, на что обратить внимание. Ага, голова ваша наполнена достаточно серьезными решениями, мыслями. Вы постоянно думаете, прокручиваете какие-то идеи. Идеи порой достаточно серьезные. Впереди вам придется принять такое очень серьезное, взвешенное решение. И вы очень переживаете, что может что-то не получиться. Что же карты нам говорят? Да, действительно, вам самостоятельно придется принимать это решение, и здесь вам никто не в помощь. Будьте осторожны, чтобы это решение было мудрым, справедливым, чтобы ваше колесо судьбы не развернулось в обратную сторону. А то может быть такое. Не используйте хитрость в своих действиях, но тем не менее двигайтесь вперед. Вселенная вам говорит о том, что да, шанс получить результат еще не очень близок, но тем не менее вы впереди и движетесь. В конечном итоге убирайте лишние мысли, ненужные иллюзии, которые вас посещают, и принимайте взвешенные решения. Просчитайте все от начала до конца, распределите все по полочкам, первое, второе, третье, и примите верное решение, которое, возможно, будет для вас очень нелегким, и даже вам будет немножечко страшновато, но тем не менее это решение кардинально поменяет существующую действительность. Это решение должно быть вашим, уникальным, только от вас зависящим, и я думаю, что оно должно в конечном итоге принести свои плоды. Придется взять на себя определенную ответственность, хотя вам, наверное, не очень хотелось бы это делать, но тем не менее. Эмоционально вы будете настроены позитивно и будете, в общем-то, не грустить, отсутствовать у вас будет уныние, и в конечном итоге ваша задачка будет справиться и преодолеть вот этот вот, скажем так, очередной период вашей жизни, уйти от одного состояния, может быть, от отсутствия духовности к духовному состоянию, а может быть, уйти к состоянию нового финансового роста. Вот действительно, вам придется здесь, ого-го, как сложно. Но и в конце концов, солнышко нам говорит о том, что, в общем-то, все сложится отлично. Совет от Вселенной. Да, вы созрели сегодня, и вы готовы к таким серьезным решениям. И Вселенная говорит, если не знаешь, как поступить, тогда поступи по-человечески. Случайности не случайны, ведь это твоя жизнь. Верь в себя всегда в любой ситуации. Ну и счастье любит тишину, лишний раз никому ничего не говорите. Ошибки будут, Вселенная говорит, но вы понимаете, что ошибки – это ведь опыт, который вам дает Вселенная, и опираясь на ошибки, мы в следующий раз делаем правильные шаги. Все приходит вовремя, не нужно торопиться, вот таков совет Вселенной. Желаю вам всего хорошего,
Приходите на личные расклады. Впереди у нас третий вариант. Давайте посмотрим, что же за человек здесь. И с какой ситуацией предстоит ему столкнуться. Человек, который мечтает, который хочет, чтобы в его жизни кардинально все менялось. Он хочет, чтобы... не хочет поступать подло по отношению к себе и к другим людям. Это человек, который любит учиться, любит развиваться. Человек, который идет по жизни спокойно, размеренно, не торопится и хочет достичь свою мечту рано или поздно, забравшись вот на эту пирамидку. Вот. Сегодня что-то вас сдерживает, есть какие-то сдерживающие факторы, в результате которых вы не можете принять какое-то верное решение. Но так или иначе вам придется выходить из этих состояний, приходить к новому положению вещей. То есть человек, который выходит во что-то новое. Немножко не хватает знаний, умений, навыков, каких-то мудрых моментов. Обратите на это внимание. Но так как вы человек обучающийся, поэтому может быть сначала знания, потом все остальное. Поэтому человек вы на сегодняшний день немножко грустите, чем-то вы озадачены в эмоциональном смысле, ну, может быть, это связано с личными взаимоотношениями с мужчиной. Да, наверное, что-то не складывается в любви между вами, и поэтому вы грустите, считаете, что это не по справедливости. Ну что же вас ждет, что нам скажут карты из потока? Сегодня впереди у вас будет сложный период жизни, когда вы не сможете в полном объеме контролировать ситуацию, когда вам, возможно, будет казаться, что не хватает денег, когда вы чувствовать будете себя обессиленным. Почему же так происходит? Наверное, что нам не хватает какой-то определенных знаний и мудрости, да, надо, может быть, действительно уйти в состояние изоляции, одиночества и много чего переосмыслить. Тогда вам не будет страшно двигаться вперед. А впереди у вас очень серьезные решения, может быть, взаимодействие с мужчиной, который вместе с вами будет принимать такие очень кардинальные решения. Я бы даже сказала, двумя мужчинами. А что же с этими, что же за решение? Нужно будет что-то сделать выбор, да, то есть пройти, перешагнуть и выбрать, а кто я. Выбор должен быть очень серьезный, потому что от этого зависит, что будет дальше с вами происходить, как будет складываться ситуация. Помните, что вы женщина замечательная, великолепная, что вы стоите, скажем так, действительно очень хороших моментов в своей жизни. Не опускайтесь ниже плинтуса, держите, как говорится, марку. Это ваш урок, который бы желательно пройти. Карты говорят о том, что вы будете очень сомневаться и будете очень раздражаться по этому поводу. Но так или иначе придется сделать выбор, да, чтобы сердце не болело и чтобы вам было легче между этими двумя людьми. Действительно, отсечь не любовь, а оставить отношения, над которыми нужно работать, развиваться, которые дают духовное развитие. Да, будет тяжело, да, эмоционально вам будет очень грустно, но тем не менее вы должны выходить в новое состояние. Пока еще вы будете не сильно наполнены энергией, потому что эта ситуация вас изрядно потреплет. Поэтому принимайте правильное решение, где вы будете, с кем вы будете и какой вы останетесь в результате. Совет вам, думайте о себе, не зря выпала императрица, развивайте себя, интересуйтесь, познавайте себя, кто вы, большое внимание на себя в первую очередь. И я в этой ситуации. Ну и совет от Вселенной, относитесь ко всему проще. Если нашли счастье, то держите его крепко. Вот. Ну и счастье в прошлых вещах, главное научиться это замечать. Почувствуйте, где вам было хорошо, и сделайте правильный выбор в ту сторону. Дефицит настоящих мужчин не повод цепляться за уродов. Посмотрите, как Вселенная вас слышит и отзывается. Иногда нужно прыгать со скалы и растить крылья по пути вниз. Меньше думай, больше чувствуй. Так, открывайте свое сердце. Единственный человек, которого ты в силах изменить, это ты сам. Желаю вам всего хорошего. Приглашаю на личные расклады. Всегда приятно с вами работать и развиваться.